Тем временем я уже на воде. Стоп. Это я, Сикодор. Привет из прошлого. Давайте все-таки начнем по порядку. Выбрался наконец на гору. Ну, теперь главное не упасть. Ну куда ж без этого? Понятно? Не надо через сразу фигачить. Я вообще-то спрашиваю. Да, конечно, вот так вот. Да, потом... Всем привет с Архыза. Снега немножко есть, хоть он и искусственный, но вроде есть. Погода теплая, ветра нет такого. Солнышко не слепит, все отлично сегодня. Покажу вам очереди. Короче, вот на спутник для всех начинающих. Вот такая длинная очередь. На Млечный экспресс, на Млечный путь и на Лунный экспресс очереди нет. Переход на северный склон. Никого. В общем, в основном люди все в основном в лягушатник большой очереди. Очередь на северное сияние. Вот сейчас здесь, и тут еще есть Союз на 2500. Это южный склон. Вот, для начинающих, вот самая лучшая станция. Это Зеленая планета. Вот здесь рядом с Лунным экспрессом. 6-местная креселка. И тут очень длинный пологий спуск. Отлично. Верхняя станция 2500 Союз. Канавка.
Смотрите, какое устройство у меня есть. Паяльник ТС-101. Выглядит он вот так. Сейчас он у меня подключен к телефону, но телефон он не нагревается, только можно посмотреть настройки, можно поменять прошивку, но нагреваться он не будет, поскольку ему нужен Power Delivery 20 вольт. Телефон у меня столько не удается. Я заявился, как всегда, нестандартно по лодке на весь сезон, на весь летний сезон в Греции, 90 дней в Греции и 90 дней в Турции. Все, уже курьер пришел, поднимается на лифте. Здравствуйте. Спасибо. Опа! Вклеена виза. С 11 мая по 8 августа. Самое лучшее работает, когда начальника в первый раз увидел только через 5 лет. Пойдем кофе. Пойдем. Si no te gusto mi amor, ¿por qué te niegas en amarme? Bebé, si sientes fuego al mirarme, oh, sé que ganas sobran de besarme. Yo también puedo por tenerte desnuda otra vez. ¿Por qué te niegas en amarme? Bebé, si sientes fuego al mirarme, oh, sé que ganas sobran de besarme. И раз, два, три, четыре. Точно. Когда я даю это движение, я не могу паузу. Вот так. И пауза, и пауза. Вот. Это неправильно. Вот сразу. И раз, и два, и три, и четыре. Хорошо? И раз, два, три. Поворот. 5, 6, 7 и 8. Да. Поехали! 5, 6, 7 и... Па-па-па! Я на лодке. Вчера приехал. Осматриваю лодку после хранения. Она находилась на Самосе, на суше, и сейчас находится на суше с середины января до вот этого момента, до мая. Значит, что неправильно я сделал, какую первую неприятность я тут увидел, это фалы у меня были заведены за топовый огонь и за подсветку палубы, и она оторвалась, потому что фалы бились о мачту, их ветром трепало, и они оторвали подсветку палубы и топовый огонь. В общем, урок. Фалы, чтобы не бились о мачту и чтобы не отрывали фонари. И там, кстати, они потерлись в тех местах, где соприкасались с какими-то такими не очень гладкими выступами. Вот, поэтому фалы на хранение обязательно нужно, конечно, оттягивать куда-нибудь от мачты подальше на какой-то, вот, например, там, где леера крепятся к пулпиту, вот можно, наверное, туда их пристегивать, чтобы они свободно висели и ни обо что не бились, не издавали звуков и не перетирались. До конца мая я буду стоять на суше, и нужно будет подготовить лодку к выходу. Вчера, как приехал, в первую очередь начал заниматься установкой инвертора. Самая просто интересная деталь, которую я привез. Вот здесь дырочку квадратную, и установить панель управления.
так работает. Но сам инвертор я пока не поставил. Пока временно вот тут он у меня лежит. Вариантов установки два. Либо вот в этом пространстве на боку, либо вот в этом отсеке крепление туда под потолок, под верхнюю панель. Два места. Там недостаток в том, что далеко провода до аккумулятора тянуть, и их нету, таких проводов. Здесь установка проще гораздо, потому что аккумуляторные провода, они короткие, они здесь будут доставать. И еще, чтобы установить инвертор, нужно правильно его подключить в сеть 220. Для этого я купил специально и привез с собой автоматы новые. Вот такие. Сейчас расскажу. Значит, штатно стоят вот общий рубильник с УЗО и просто 3 16-амперных автомата. Вот, идея заключается в том, чтобы поставить на это место двухпозиционный автомат. Вот он может переключаться на инвертор или на Shore Power, на береговое питание. Вот, но здесь нет УЗО, то есть это только автомат отключения. Поэтому я купил еще 3 автомата вот таких с УЗО, чтобы заменить обычные автоматы отключения на автоматы с УЗО. Таким образом, теперь УЗО будет на каждом автомате, на каждой линии питания свое УЗО, защита по дифференциальному току и переключатель двухпозиционный. Ну что, традиционная забава День Нептуна. Сейчас буду мыть, короче. Инвертор я вчера установил. Установил его вот в этот рундук, в аккумуляторный отсек. Вот он здесь пристроился. В принципе, вентиляция тут есть. И с другой стороны еще такое же есть отверстие. А вот с подключением 220 пока что вышла заминочка. Я ошибся с этими. Накупил автоматов, чтобы заменить. Вот хотел поставить двухпозиционный автомат сюда. Но проблема в том, что здесь автоматы вот так интегрированы в панель. И заменить их не представляется возможным. Надо было все-таки покупать автомат водорезерва АВР. Поэтому не знаю, пока здесь работы застопорились. Сегодня также надо порешать вопрос с тем, как оплатить оставшуюся часть за Новую Геную. И займусь сегодня иллюминаторами. Буду снимать иллюминаторы, чтобы потом поставить их с новой прокладкой. Иллюминаторы сняты. Очистил поверхности. Проклеил стыки рамы вот этим эпоксидным пластилином таким.
Теперь надо найти прокладочку из пененной резины самоклеющейся. Сегодня затишье перед бурей. Завтра обещают сильный ветер, 7 баллов по Бафорту, порывы типа до 50 узлов, но на самом деле здесь в Борине обычно дует и так порывы 30 узлов постоянно, хотя по прогнозу ветер меньше, поэтому ожидаю завтра порывы до 50. Поэтому попросил, чтобы мне поставили дополнительные креддлс, опоры дополнительные. Вот под корму мне поставили. И вот здесь под носом тоже дополнительная опора стоит. Так, то сегодня я, слава богу, купил динрейку и отпилил ее, и уже прикрутил, и сейчас занимаюсь установкой двухпозиционного автомата, а потом когда-нибудь заменю его на АВР. Так, иллюминаторы на месте. С иллюминаторами тоже закончил. Что мне пришлось здесь все-таки переделать немножко в этой интеграции. Вот первый автомат, буковкой Кауна обозначен на панели, он включает сразу все розетки в кают-компании 220 вольт, а также включает чарджер. Вот этот автомат здесь разведен на вот эти 4 разъема. А нам нужно, чтобы когда мы переключаем на инвертор, чтобы у нас чарджер не работал. Поэтому мне нужно, чтобы первый автомат включал только чарджер. Поэтому что я здесь сделал? Я разрезал вот здесь дорожку и сделал, что вот эти 2 разъема, они идут от первого автомата, а эти 2 разъема, они идут напрямую от УЗО автомата включения главного. Проверил соединение киля и корпуса. Обнаружились трещинки. И я все там, где были трещинки, обратно вычистил. Вот такая часть. Вот и сейчас развел опять G-Flex, поменьше в этот раз отвердителя, и зарядил в тубу из-под засохшего силиконового герметика. Сейчас буду заделывать G-Flex соединение. Все, засилил G-Flex опять. G-Flex — это эпоксидка с наполнителем, специальным загустителем. И в принципе зависит от того, сколько вы добавите туда отвердителя.
какие ее свойства будут. В прошлый раз я добавил слишком много отвердителя. Соотношение 1 к 1 по объему. В этот раз я специально делал замес, чтобы проверить свойства. Добавил где-то 4 к 5 отвердителей. Она такая стала более гибкая. Сегодня воскресенье, прекрасная погода. Закрываем лодку. И идем гулять. Я нашел тайную пещеру Пифагора. Многие из вас знают, что Пифагор скрывался в пещере здесь, на острове Самос. Не в этой, конечно. Нас в школе учили, что это великий математик, и он придумал теорему Пифагора. Но на самом деле Пифагор не был математиком. И теорема Пифагора была известна человечеству давно. Заслуг у Пифагора, в общем-то, и не было. Он был инфлюенсером, инфо-цыганом того времени. И имел большое число фолловеров среди элиты, вельмож. И все заслуги ему были приписаны после его смерти. Кем на самом деле был Пифагор? Это был человек не из бедной семьи. Он увлекался нумерологией, мистикой, верил в переселение душ и создал целую собственную религию, а впоследствии и школу, то есть секту, в Кротоне, на юге нынешней Италии. Причем слово «школа» – это и есть название секты Пифагора. Вот и живите теперь с этим. Я вскарабкался на самую верхотуру. Сейчас вам все покажу. Аэропорт Самоса. Вот такое прекрасное Эгейское море. Пифагорио. Рядышком Марина. За проливом Турция. Найдена станция виндсерфинга. Несколько досок, несколько парусов. Дно, сказали, песочек и не глубоко. Посмотрим, катаются ли тут люди попозже. Выхожу я сегодня такой из дома. Вот так спускаюсь по крыльцу. Смотрю. А тут оба. Ничего себе. Сейчас будет распаковочка. Так, распаковка. Что же в этой коробочке? Такая большая коробочка. Такая огромная коробочка. Что мы тут видим? Правильно. Кроме новой Генуи. Сегодня занимаемся бортами. Вот так выглядит неудачный
отход от пирса Несироси при прижимном ветре. Для начала обезжириваем. А я заканчиваю полировку, и только под конец полировки начал понимать, как имеющимся у меня подручным инструментом добиться наилучшего результата. Ну, сначала результат давайте посмотрим. Вот тут видите границу. Это до полировки, и там после полировки. Не знаю, надеюсь, видно. Так, какой у меня подручный инструмент есть? Во-первых, у меня есть болгарка. Такая маленькая болгарка. И на липучке шерстяной диск. И еще у меня есть шлифмашинка орбитальная. И еще один на липучке диск. Вот, и как лучше всего полировать, как я выяснил, ну, по крайней мере, вот с этим инструментом, потому что на самом деле полировать нужно специальной полировальной машинкой, но у меня ее нету, и я вот пользовался тем, что есть. Не знаю, нужна ли вообще здесь орбитальная машинка. Сначала, в общем, я смачиваешь водой корпус, диск шерстяной, наносишь туда. А, да, купил я вот такую полироль с воском 3М. Наносишь на шерстяной диск немного полироли. И орбитальной машинкой сначала прохожу все орбитальной машинкой. Но она крутится медленно и вообще непонятно. Скорее всего, для нее нужен поролон, а не шерсть. Вторым этапом я уже беру болгарку, опять смачиваю диск. Ну, желательно не сильно смачивать, чтобы брызг было меньше. И корпус уже не смачиваю, то есть остается нанесенная и распределенная таким образом полировальная паста по корпусу от орбитальной машинки. И начинаю работать болгаркой. Пока корпус мокрый и диск, она вращается с трудом, потому что мощность у меня минимальная, а обороты выставлены минимальные. Когда влажный корпус и влажный диск, все это хорошо сцепляется, и она крутится очень медленно. Перерывы, кстати, надо делать, потому что он нагревается. Но потом начинает диск и корпус подсыхать, и дальше, то есть когда уже такая влажность минимальная, скорость уже начинается, давить сильно не нужно, он начинает вращаться с нормальной минимальной скоростью, и при такой скорости вот и как раз выходит финишная полировка. То есть, во-первых, видимо, воск плавится, и получается очень такая зеркальная гладкая поверхность. А у нас лето вступило в свои права, уже жарко, днем работать невозможно. Вот, поэтому сейчас уже, видимо, работать буду только утром и вечером, когда не так жарко.
Вот, сегодня планирую закончить полировку. Сейчас пойду прогуляюсь в город, посмотрю, не пришел ли мой заказ. Марина постепенно пустеет. Вот. Кран пустой проехал. Лодки постепенно уходят. У меня Марина до конца месяца. Еще есть что поделать. Надеюсь, вот я закончу с работами, которые нужно делать на суше. Потом скинусь на воду. И до конца месяца еще здесь поделаю дела, которые можно делать на воде. Вчера я занимался проверкой дизеля. Проверил уровни масла, наличие, точнее отсутствие течей всяческих, уровень антифриза. Подключил внешний контур охлаждения к ведру с водой, завел дизель, промыл таким образом внешний контур пресной водой. Все, проблем не обнаружил. Также проверил работу кингстонов, промыл трубки, подходящие кингстоном. Также проверил тщательно корпус. На киле обнаружились такие тоже скрытые точки ржавчины. Я их замазал эпоксидкой. Подмазал чуть-чуть сикафлексом лок и датчик глубины. Вот тут обнаружил, видимо, цепью снят праймер до гель-коута. Это нужно будет сегодня тоже подмазать эпоксидкой, чтобы она дожила до следующего сезона. А в следующем сезоне я уже буду менять антифуллинг, ну то есть смывать старый антифуллинг, обновлять праймер эпоксидный. Сейчас, как видите, необрастайка сохранилась на 90 с лишним процентов, поэтому этот сезон я дохожу с этой необрастайкой. Вот еще вчера обнаружил опять на пере руля опять тут образовалась трещина, и здесь влага, то есть 5 месяцев лодка находилась на суше, и через эту трещинку вся вода так и не вышла. Ну, сейчас скрою, не знаю, но на сырую замазывать сложно. Итак, сегодня первый рабочий день, но я немного занемог, взял отгул и сделал одно большое дело. Вот я стою напротив налоговой, я туда зашел, меня там проинструктировали, что нужно сделать, чтобы получить местный налоговый номер. Вот, поэтому я все сделал, что мне сказали, и нужно ждать теперь 3 дня. Мне должны будут позвонить и сказать, ну, когда будет готово, сказать. Вот, а сегодня у меня целый день выходной, сегодня надо затариться. Надо сегодня затариться продуктами, потому что у меня осталась последняя неделя в Марине. Я там застрял на пере руля. Дырочки, которые там просверлил, оттуда все еще капает водичка, ну, подтекает. Поэтому вот это меня все держит.
Я в Карловосе. Это самый дальний крупный город от Пифагориона. Здесь порт. И вот я иду в супермаркет Третьяков. Немножко затарился на 177 евро. Ладно, пройдемся по Карловосе. Как всегда, похайкал немножко. Собрался тут в Карловосе на какой-то холм посреди Карловосе. Думал, будет и с него видно Карловосе хорошо, но вот просто какой-то необитаемый холм оказался. Сегодня распаковываем то, ради чего, собственно, я и покупал инвертор. Так, вот такая коробочка. Так, интересно, с какой стороны лучше открывать? Ага, вот так, вверху вижу. Опа! Такая подставочка. Вот еще какая-то такая подставочка. Упаковочка. Инструкции. Как вы уже догадались, это мой собственный бариста. Теперь у меня будет кофе. Так. Опа. Вот такая машина. Подключаем в розеточку. Угу. Дальше надо читать инструкцию. А сейчас мы с вами приготовим капучино. Для этого берем капсулы Dolce Gusto капучино. Здесь есть капсулы двух типов. Это капсулы, собственно, с кофе. И капсулы белые. Это, видимо, сухое молоко. И теперь действуем по инструкции. И все, и нажимаем. Ну, не знаю. Теперь вынимаем эту капсулу, бросаем ее в ведро, ставим капсулу с кофе. Меняем объем, как тут написано, на самую нижнюю рисочку. Да. И добавляем кофе.
наверное, надо сразу выкинуть, чтобы не капало. Смотрите, новый парус у меня, красавчик. Спуск на воду назначен сегодня на 6 часов вечера. У меня вроде все готово, но нужно там подготовить швартовые кранцы. Ну, разобрать там завал всякий с пароходов. Долго я боролся с вот этими течами обнаруженными. Вот здесь никак не мог. Ну, в общем, дырочки я просверлил, оттуда все сопливилось. Ну, уже надо, покуда уже скидываться на воду. Вот, я уже решил просто это все замазать. А когда сезон окончится, видимо, ее, когда я подниму, надо будет сразу опять там дырочки расковырять на всю зиму, чтобы просушивалось в внутренности всю зиму. Забрал из прачечной 2 рубашки, немножко одежды, постельное белье, полотенце. 28 евро. Как всегда, волнительный спуск на воду. Все, меня подняли на кране. Сейчас будем опускаться в воду. Тем временем я уже на воде, пришвартовался. Погода тихая, отличная. Хотелось бы, чтобы такая же простояла до самого моего отхода. Отхожу я в субботу по плану. Все, лодка заняла привычное надводное положение.